Сегодня рисуем обитателей тропического леса. Сегодня будет первая часть урока, которая выполняется в туши. И в 2020 году тропические обитатели – это тренд как в фэшн-индустрии, так и в дизайне и интерьере. Именно поэтому мы сегодня такую картину и рисуем. После того, как мы с вами в прошлом уроке на простом изображении потренировались, как рисовать тигра, мы можем нарисовать более сложную композицию и дополнить ее другими несложными животными и элементами. Мы начинаем с морды животного. Сначала мы нарисуем нос и глаза, то есть тем самым мы намечаем такой центр, вокруг которого будем строить все остальные элементы. В данном случае мы работаем малой жесткой кистью. Малая жесткая кисть на себя много воды не возьмет, но все равно, когда вы выполняете тонкие линии, лучше перед этим проверьте линию на салфетке или же куски рисовой бумаги. Мы работаем на рисовой бумаге черной тушью. В данный момент мы используем активный черный оттенок туши. И линии у нас выполняются либо тонкие, либо более толстые, в зависимости от того, что в данный момент нам необходимо изобразить. Для тонкой линии мы менее прижимаем кисти к бумаге, для более толстой линии мы более прижимаем кисти к бумаге. Когда мы делаем остановку в момент движения, то получаем более толстый отпечаток мазка. То же самое, когда мы и замедляемся, если мы выполняем линию мазок медленно. И если мы выполняем мазок быстро, то тогда мы получаем более тонкий след. В прошлом занятии, когда мы рисовали с вами тигра, мы говорили о том, что мы намечаем его туловище, все остальные части двумя возможными вариантами. Мы делаем это контуром, очерчивая его туловище, некоторые части, и рисуем полоски. И остальное оставшееся белое пространство мы подразумеваем, что оно будет заполнено цветом. В данном рисунке мы более детально прорабатываем животное, и, как вы видите, некоторые части его морды мы прямо-таки прорисовываем там волоски. Волоски рисуем тонкими линиями, которые, соответственно, расправлены, распушены в разные стороны, и часто их пересекаем с друг другом для создания объема и натуральности, живости композиции. Не забываем нарисовать уши животному и немного подправим глаза. Как вы видите, после того, как потренируемся рисовать морду тигра, можно переходить уже даже на портрет человека. Думаю, надо будет в одном из ближайших следующих уроков именно это и сделать. И переходим на оставшуюся часть туловища, которая по тому же самому принципу у нас с вами рисуется, как мы и делали на морде животного. Как вы видите, некоторые полоски тигра я прорисовываю рядами тонких линий, там, где я хочу более выделить, что все-таки это же волоски, потому что они просто черные, вот эти линии, это же тоже волосы. Поэтому кое-где я это делаю, просто рисую линии, а кое-где выстраиваю ряд из тонких линий, которые плотно прижаты друг к другу. И вот эту часть в данный момент я рисую именно контуром, обозначаю ее, слегка обозначаю. Тигр у нас стоит в воде, и вот эта самая примыкающая к его туловищу часть воды, мы ее обозначим достаточно толстыми линиями. Я рисую эту картину с референса, с очень красивого референса. Я опубликую его сегодня же в комьюнити, где вы можете на него посмотреть. Она выполнена очень талантливым, я считаю, артистом, который делает постеры и борется тем самым за экологию. Посетите его инстаграм, я думаю, вы много каких интересных, красивых картин там найдете. И сейчас мы уже рисуем попугая. Попугай рисуется у нас в основном контуром. Контур – это тонкая линия,
И попугай у нас из чего стоит? Хвост, крылья, клюв, собственно говоря, и голова. Ничего сложного, просто контуром, тонкими линиями мы создаем его форму и рисуем несколько птиц, располагая их на тигре, и, соответственно, меняем ракурсы, в которых мы их изображаем. Вообще вот этот рисунок, на котором мы сейчас тренируемся, по его принципу вы можете нарисовать очень красивые картины для своего дома, для интерьера, или, например, на своей косунке нарисовать что-то подобное, или же на своей джинсовой куртке на спине, поскольку в этом году, я напоминаю, это в тренде, так что у нас сегодня очень полезное занятие, которое может вам пригодиться. И сейчас мы начинаем заполнять туловище животного полосками. Напоминаю, для толстой линии мы более прижимаем кисть, для более тонкой линии мы менее прижимаем кисть. Продолжаем работать то же самое малой жесткой кистью, просто поскольку формат, на котором я сейчас работаю, достаточно маленький. Если же мы работаем на более большем формате, то тогда мы используем среднюю кисть или большую кисть, какая нам удобнее. Соответственно, и мазки могут меняться от формата, на котором вы работаете. Теперь, когда мы закончили с попугаями, с тигром, мы переходим уже к воде и намечаем гладь воды, которая у нас немного колышется, поскольку все-таки там что-то присутствует. Вот такими вот линиями мы создаем водяную гладь. И на ней существует какая-то там растительность, то ли лилии, то ли кувшинки. Контуром мы их рисуем, изображаем. И уже затем более детально проработаем цветом впоследствии. Продолжаем заполнять водную гладь и затем рисуем еще несколько попугаев, несколько птиц в разных ракурсах сверху. Теперь переходим к тропической растительности, которая в данный момент у нас по тому же принципу контура рисуется. Здесь дело в чем? Опять же говорю, зависит от того референса, который вы используете, фотографию или что вы там себе найдете, что захотите изобразить. Смысл в том, что мы располагаем эту растительность рядом с друг другом, очень часто ее пересекая, чтобы создать объем и натуральность. И как можно чаще меняйте виды этой растительности. То есть это какие-то вот такие тропические необычные растения, их достаточно большая вариация. Рисуются они все достаточно просто. Не нужно слишком ничего детализировать, поскольку здесь и так слишком много объектов на композиции, и в общей массе оно все вот как-то и потеряется, и в то же время очень гармонично сольется. То есть мы так, можно сказать, даже слегка схематично обозначаем все эти растения, хотя работаем достаточно аккуратно за счет того, что формат у нас такой маленький, и мы вот так все меленько рисуем. Если на более широком формате, то есть, в принципе, ничего не меняется, нам не нужно слишком детализировать, рисуем свободно. Затем, когда проработаем все эти объекты цветом, вы увидите, как все оно усложнится и в то же время заиграет. Значит, мы изображаем как можно больше разных вариаций тропических растений и как можно более чаще их пересекаем между собой. Заполняем пространство наверху между птицами. И теперь внизу нарисуем две кувшинки, но мы рисуем их той же самой кистью, но уже средне-серыми чернилами, средне-серым оттенком, не самым светлым, не самым темным, средне-серым. И затем берем уже кисть среднего размера, более мягкую, и начинаем заполнять вот этим же серым оттенком туши некоторые участки. В основном вокруг самих объектов мы их как бы очерчиваем. Не нужно сильно аккуратничать, и если контур немного расплывется, а он расплывется и зайдет на те объекты, которые вы очерчиваете, это не страшно. Обратите внимание, что мы не только затемняем вот это пространство, между растительностью, мы затем его более детально проработаем, когда все подсохнет. Мы должны некоторые участки, например, где центр растений, мы их тоже затемняем. Там мы тоже заполняем этим серым оттенком туши.
Влаги в данный момент на кисти должно быть достаточно, чтобы тушь достаточно хорошо расплывалась, но не с избытком, чтобы не слишком заходила за контуры объектов. И это в данный момент будут последние мазки на данной композиции. Даем этому совершенно абсолютно высохнуть, лайкаем это видео и увидимся на следующем уроке, когда будем покрывать этот рисунок цветом.